Часть первая. О тысяч мертвых душ. Катя нервно улыбалась, но по ее голосу было слышно. Она уже жалеет, что вообще приехала. Ее пальцы судорожно теребили край куртки. Тонкая подошва кроссовок то тонула в жухлой траве, то с хрустом ломала сухие ветки. Мы стояли возле старого морга за городом. Это место казалось вырезанным из старой кинопленки. Заброшенное двухэтажное здание, закрытое еще в 90-х годах, когда в районе начались перебои с финансированием, а трупы стали возить в областной центр. Время и мародеры не пощадили его. Сбитые окна скалились острыми осколками. Ржавые двери едва держались на прогнивших петлях. И запах. Даже с улицы, сквозь плотный осенний туман, тянуло сыростью, плесенью и чем-то неуловимо сладковатым. Снотворным запахом старого, разлагающегося мяса, который въелся в кирпичные стены за десятилетия работы. «Да брось!» – усмехнулся Макс, поправляя налобный фонарь. «Это просто тупая городская легенда. Вы чё, ребят, серьезно верите в этот бред?» Он снимал все на телефон. Не просто снимал, он жил через этот экран. Для его канала «Ночные ритуалы» это видео должно было стать пушкой. У тысяч подписчиков требовали зрелищ, свежей крови и адреналина. Дебильные челленджи, ночные вылазки, заброшки. Его аудитория обожала заголовки в стиле «Настоящее проклятие в 3 часа ночи» или «Вызываю духа в заброшенной психушке». Обычно все было постановкой. Я сам не раз помогал ему. Шуршал пакетами за углом, дергал за леску, привязанной к стульям нитки, и накладывал глухие стоны при монтаже. Но в тот вечер все пошло не так. Ритуал, ради которого мы перлись 3 часа на попутках, назывался «Селфи с трупом». Мы нашли его на каком-то мертвом форуме, где последняя активность была зафиксирована в году 2012. Дизайн сайта состоял из черного фона и вырвиглазного красного шрифта. Сама тема была погреблена в архивах под тоннами флуда. Правила были простые, но от них веяло какой-то первобытной глупой жутью. Нужно прийти в морг после полуночи, найти помещение, где раньше хранили тела, холодильную камеру или подвал, выключить вспышку на телефоне, сесть рядом с каталкой и сделать селфи со словами «Покажись на фото». После этого нельзя смотреть снимок до выхода из здания. И самое главное, если на фотографии появится лишний человек, нельзя оборачиваться. Никогда. Стримить не получится, связь тут дерьмо. Макс раздраженно потряс айфоном, на котором горела сиротливая буква «Э». Запишем в режиме блога. Кать, не кисни. Лицо попроще сделай, а то спонсоры подумают, что я вас в рабство продаю. Катя промолчала, лишь плотнее укуталась в шарф. Я знаю, почему она поехала. Не из-за тяги к мистике и не ради лайков. Ей нравился Макс, его дурацкая уверенность в себе, его дурацкая улыбка и полное отсутствие инстинкта самосохранения. Она надеялась, что эта поездка их сблизит. Ох, как же она ошибалась. Часть вторая. Анатомия запустения. «Готовы?» – спросил Макс, занося руку над массивной щеколдой. Никто не ответил. Дверь морга открылась с таким звуком, будто внутри кто-то долго и мучительно царапал металл облезлыми ногтями.
Скрип. Этот звук проживал тишину ночи и заставил воронье на ближайших деревьях шумно сняться с веток. Мы вошли. Фонарики выхватили из темноты облезлые, покрытые грибком стены, с которых краска свисала лохмотьями. Под ногами хрустело битое стекло и какой-то строительный мусор. На стенах все еще висели старые советские медицинские плакаты, предупреждающие о вреде туберкулеза и правилах гигиены, теперь покрытые слоем жирной копоти. Из темноты коридоров проступали силуэты ржавых каталог, брошенных в спешке, и странные пугающие черные пятна на полу, природа которых вызывала неприятные ассоциации. Но хуже всего был холод. Внутри было не просто прохладно, как обычно бывает в неотапливаемых помещениях осенью. Было холодно ненормально, будто все тепло, всю энергию и жизнь высосали из этого здания, оставив лишь ледяной вакуум. Наше дыхание мгновенно превратилось в пустые белые облака пара. «Тут реально крипово», – пробормотала Катя, делая шаг назад и почти утыкаясь мне в грудь. «Ребят, может, снимем интро на улице и поедем?» «Ну его нафиг. Атмосфера уже есть. Подписчики схавают». Макс довольно ухмыльнулся. Его глаза азартно блеснули в луче фонаря. Ему нравилось пугаться. Этот страх действовал на него как самый дешевый и сильный энергетик. «И чего, Катюх? Самый сок впереди. Нам нужен подвал. Без подвала видео пустышка». Мы двинулись вглубь по коридору. Шаги отзывались глухим эхом в пустых комнатах. Мы прошли мимо бывшей ординаторской, где на полу валялись пожелтевшие бланки судебно-медицинских экспертиз. Мимо смотровой с разбитой белой плиткой на стенах. Подвал нашли быстро. В конце центрального коридора вниз уходила крутая бетонная лестница. У ее основания виднелась тяжелая железная дверь с едва различимой, наполовину облупившейся надписью «Ранение». Она была приоткрыта, совсем чуть-чуть, буквально на ладонь, хотя никакого ветра сюда, под землю, попадать не могло по определению. Когда мы перешагнули порог и вошли, я сразу почувствовал, как желудок сжался в тугой узел. Запах изменился. К привычной сырости примешалась острая, бьющая в нос гниль, химический, въедливый аромат формалина и что-то еще, будто мокрая, потревоженная земля после сильного дождя. Так пахнет размытая могила. Фонарик выхватил из темноты длинные ряды металлических каталог. Большинство из них были пустые, покрытые толстым слоем серой пыли. Но одна каталка стояла особняком в самом центре помещения, и она была занавешена старой, пожелтевшей от времени и каких-то бурых потеков простыней. В ткани угадывались очертания человеческого тела, неровные, бугристые, пугающе неподвижные. Макс восхитительно присвистнул. «Но все идеально. Какой-то бездомный тут загнулся. Или манекен оставили. В любом случае, кадр-бомба». «Может, не надо?» – тихо, почти умоляюще сказала Катя, хватая его за рукав куртки. «Макс, это уже перебор. Пойдем отсюда, пожалуйста». Но он ее не слушал. Он уже сел на корточки прямо рядом с каталкой, повернувшись к ней спиной, и поднял телефон на вытянутой руке. Экран смартфона мгновенно осветил его лицо мертвенно-синим, неестественным светом, превратил Макса в подобие того, что могло лежать под этой простыней. «Так, народ, подсаживайтесь ближе. Камера, мотор,
улыбаемся. Мы с Катей, повинуясь какому-то стадному инстинкту и не желая оставаться в темноте позади, притиснулись к нему. Я натянул дежурную улыбку. Катя просто замерла с открытым ртом. Толк. Фото сделано. Часть 3. Ловушка закрывается. В этот самый момент, когда затвор виртуальной камеры телефона издал свой механический звук, где-то в самой дальней, непроглядной глубине подвала раздался другой звук. Тяга. Это было ни на что не похоже и в то же время слишком узнаваемо, будто кто-то медленно, сильным нажимом провел длинными нечеловеческими жесткими ногтями по ржавому металлу. Звук был скрежещущим, вибрирующим. От него заныли зубы. Мы мгновенно замерли, боясь даже вздохнуть. Луч моего фонарика задрожал. «Это вы сделали?» – спросил Макс, но в его голосе больше не было той блогерской уверенности. Он звучал тихо и как-то по-детски. Тишина. Только наше прерывистое дыхание. Потом снова. Тяга. На этот раз звук раздался значительно ближе, буквально в паре метров, за соседним рядом пустых каталог. Катя мертвой хваткой схватила меня за руку. Ее ногти больно впились мне в запястье через плотную ткань. «Уходим! Сейчас же уходим!» Ее голос сорвался на свистящий шепот. Но Макс не двигался. Он уже смотрел на экран телефона, нарушая первое же правило им самим найденного ритуала. И его дежурная, наглая улыбка медленно, миллиметр за миллиметром, исчезала с лица, сменяясь маской первобытного ужаса. «Ребят!» – выдохнул он. Его губы побелели. Он поднял телефон дрожащей рукой так, чтобы мы тоже могли видеть экран. «Тут кто-то есть!» На фото в мертвенно-синем свете экрана отчетливо были видны мы трое. Наши напуганные, бледные лица. За нашей спиной, прямо за той самой каталкой с простыней, стоял еще один человек. Высокая, неестественно вытянутая фигура. Она была слишком бледной, почти светящейся в темноте. Лицо на снимке вышло слегка размытым, смазанным, будто оно постоянно двигалось из стороны в сторону. Но глаза... Вместо глаз на фотографии зияли абсолютно черные, глубокие провалы. Рот был неестественно, анатомически невозможно растянут, широкой, беззубой улыбки от уха до уха. Это монтаж. «Ты приложение какое-то скачал для пранков», – прошептал я, чувствуя, как в горло подступает липкий ком. Макс медленно, едва заметно покачал головой. «Я ничего не скачивал. Это обычная камера». В этот момент простыня на каталке, до этого лежавшая неподвижно, резко шевельнулась. Катя истошно вскрикнула. Это массивное, скрытое под грязной тканью, медленно, рывками начало садиться. Я услышал отчетливый, влажный хруст ломающихся или распрямляющихся после долгого окоченения костей. Потом мы услышали голос. Он доносился прямо из-под простыни. Тонкий, дребезжащий, похожий на скрип старых половиц, но в то же время пугающе отчетливый. «Кто меня сфотографировал?» Макс с криком выронил телефон. Аппарат упал экраном вверх, подсвечивая потолок подвала безумными тенями. Рванули к выходу, не разбирая дороги, бая каталками углы.
Но не успели мы добежать до лестницы и 3 шагов, как тяжелая железная дверь подвала захлопнулась сама собой. Мощный, оглушительный грохот ударил по ушам, подняв волну вековой пыли. Катя первая подлетела к двери и начала неистово дергать ручку, ломая ногти о ржавый металл. «Заперто! Заперто! Помогите!» – кричала она, переходя на ультразвук. Свет моего фонарика судорожно мигнул раз, другой и полностью погас. Фонарь Макса на лбу издал короткий треск и тоже умер. Подвал погрузился в кромешную абсолютную тьму. Единственным источником света остался лежащий на полу экран телефона Макса. Он слабо светился, пробивая мрак всего на пару метров вокруг себя. И в этом слабом, угасающем свете мы увидели ноги. Они стояли всего в полуметре от телефона, бледные, синющие, покрытые трупными пятнами босые ступни. Кто-то стоял прямо за нами, очень близко, настолько близко, что я кожей почувствовал, как воздух вокруг стал еще холоднее, превращаясь в лед. Часть 4. Вспышка в темноте. «Не оборачивайтесь!» Едва слышно, одним только воздухом прошептал Макс. Я вспомнил то дурацкое, казавшееся смехотворным правило ритуала, прочитанное на мертвом форуме. Если на фото появился лишний человек, никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя смотреть назад. Позади нас, в опасной близости от затылков, сдалось дыхание. Оно было тяжелым, влажным, клокочущим, будто легкие этого существа были забиты жидкостью или гнилью. А потом раздался голос. На этот раз он изменился. Он стал женским, хриплым, скрежещущим. «Почему вы уходите?» Прошептало оно прямо Кате в ухо. Катя тихо, бессильно заплакала, прижимаясь лбом к холодному металлу запертой двери. «Пожалуйста, откройте дверь! Пожалуйста!» – всхлипывала она. Раздался тяжелый, шлепающий шаг босой ноги по цементному полу, совсем рядом. «Я тоже хочу фото!» И тут телефон, лежавший на полу, вдруг сам по себе ожил. Экран моргнул, и на нем запустилось приложение камеры. Он автоматически переключился на фронтальную камеру. Яркий свет экрана ударил снизу вверх, безжалостно осветив наши искаженные ужасом лица. В этом цифровом отражении, как в зеркале, я увидел ее. Она стояла прямо за Катей, почти вплотную притиснувшись к ее спине. Это был полуразложившийся труп женщины в грязно-белом саване. Кожа существа была серой, местами сошедшей слоями, обнажая темные мышцы. Глаза мутные, поддернутые, белесой пленкой катаракты, смотрели прямо в экран. Но самым страшным была ее челюсть. Нижняя челюсть висела слишком низко, естественно вывернутая наружу, будто ее намеренно сломали или вырвали из суставов. Тварь медленно, с хрустом наклонила голову к плечу Кати и улыбнулась своей ужасной разорванной пастью. Катя увидела это в отражении экрана. Ее психика не выдержала. Она закричала, дико, пронзительно, и обернулась, сразу, на автомате, забыв про все запреты и правила, просто не думая о последствиях. Я никогда в своей жизни не забуду этот звук. Хруст. Это был резкий, сочный, влажный звук, будто сырую, мокрую курицу со всего размаху сломали пополам или выкрутили ей суставы.
Катя резко в ту же секунду замолчала. Ее крик оборвался на самой высокой ноте. Я в ужасе зажмурился, молясь всем богам, которых знал. Когда через несколько секунд заставил себя открыть глаза, Катя стояла неподвижно. Она все так же стояла у двери, спиной к нам. Но ее голова была полностью вывернута на 180 градусов назад, лицом ко мне. Ее шея превратилась в месиво из порванных сухожилий и сломанных позвонков. Но на лице застыла маска. Она улыбалась, точно так же, как та тварь, что стояла за ней мгновение назад. Широко, неестественно, мертво. «Теперь ты сфотографируй меня», — сказала Катя. Но это был не ее голос. Это был тот самый чужой, хриплый, разбитый голос из темноты. Часть 5. Галерея мертвецов. Макс издал нечеловеческий вопль. Окончательно потеряв рассудок, бросился к двери и начал со всей силы бить ее плечом, пытаясь выбить вековой металл. Я забился в угол рядом с какими-то ящиками, закрывая голову руками. Я слышал, как по подвалу кто-то ходит, медленно, спокойно, шаг за шагом, шлепая мокрыми, тяжелыми ногами по бетонному полу. Экран телефона на полу снова вспыхнул, издав характерный звук затвора. Новое фото. Я не хотел смотреть, но взгляд сам упал на светящийся прямоугольник. На снимке были только я и Макс, бьющийся о дверь. Катя исчезла из кадра. Но за нашими спинами теперь стояло уже трое. Высокая серая фигура. Катя с вывернутой шеей и кто-то еще, чей силуэт едва угадывался в темноте. Они заполняли пространство, приближаясь к нам с каждым новым автоматическим снимком. Дверь подвала, которую Макс безуспешно пытался выломать, внезапно открылась сама. Беззвучно и легко, будто ее никто и не держал. Мы, не сговариваясь, вылетели из этого ада наружу. Бежали по темным коридорам морга, не разбирая дороги, падая на скользком полу, сбивая колени и в кровь врезаясь в углы и ржавые косяки дверей. Нам казалось, что само здание ожило и пытается нас удержать. А позади нас слышался смех. Это не был один голос, это был хор. Много голосов сразу. Мужские, женские, детские, хриплые и звонкие. Они смеялись сухо, беззвучно, переходя на безумное хихиканье. И щелчки камеры. Щелк, щелк, щелк. Звук шел со всех сторон, из каждой темной комнаты, мимо которой мы пробегали. Будто десятки невидимых фотографов стояли в темноте заброшенных кабинетов и фиксировали наш побег. Вспышек не было, но этот механический звук впивался в мозг хуже любого оружия. Мы почти добрались до главного выхода. Я уже видел впереди разбитые двери и спасательный бледный свет осенней луны, когда Макс внезапно остановился. Я пробежал еще пару метров, прежде чем понял, что остался один. Обернулся. Он стоял посреди центрального коридора, прямо под сорванным плакатом, и как завороженный смотрел в свой телефон, который каким-то чудом все еще держал в руках. «Нет!» – тихо выдохнул он. Экран дрожал в его руках так сильно, что свет от него прыгал по стенам, как сумасшедший. «Нет, нет, этого не может быть!»
Я подбежал к нему, хватая за куртку, пытаясь утащить за собой. «Макс, дебил, пошли! Выход вон он, пошли!» Но я случайно бросил взгляд на экран его телефона и замер. Это было последнее фото, сделанное камерой автоматически буквально секунду назад. На снимке был запечатлен этот самый коридор, пустой. На фото не было ни меня, ни Макса. Нашего присутствия в реальном мире камера больше не фиксировала. На фотографии прямо посреди коридора стояла огромная плотная группа мертвых людей. Они стояли так близко к объективу, что можно было разглядеть каждую деталь. И среди них, в самом первом ряду, стояли мы. У нас были такие же серые землистые лица, с черными пустыми провалами вместо глаз. И мы улыбались той самой широкой, мертвой ломающей кости улыбкой. Мы уже были там, на той стороне экрана. Я не помню, как выбежал на улицу, не помню, как бежал через лес, ломая ногти и задыхаясь от холодного воздуха. Я просто бежал, пока не упал на трассе под колеса проезжающей фуры, водитель которой и вызвал полицию. Эпилог. Тело Макса нашли утром прямо возле морга. Он даже не попытался выйти на улицу. Он сидел, прислонившись спиной к кирпичной стене у главного входа, телефоном, намертво зажатым в окоченевших руках, мертвый. Официальную причину смерти так и не установили. Вскрытие показало внезапную остановку сердца, будто от сильнейшего шока, но никаких физических повреждений на нем не было. Зато на лице застыла та самая улыбка, которую патологоанатомам так и не удалось разгладить до конца. Телефон Макса оказался девственно чист. Полиция не нашла там ни одного снимка или видео за ту ночь. Вся память была стерта. А Катю не нашли вообще, ни в морге, ни в окрестных лесах. В конце концов, полиция решила, что она просто испугалась, сбежала и скрывается у каких-нибудь знакомых в другом городе. Дело постепенно замяли и сдали в архив. Я переехал в другой регион, сменил номер и больше никогда не беру в руки телефон после полуночи. Но это не помогает, потому что иногда, листая ленту в соцсетях или натыкаясь на глупые паблики с мистикой, я вижу странные фотографии. Это обычные ночные селфи подростков, заброшки, недострои, темные комнаты, в которые они пробираются ради хайпа и адреналина. И если приблизить изображение, залезть в самые темные углы заднего плана, в пиксельной каше можно отчетливо увидеть бледную девушку с вывернутой назад шеей. Она улыбается и держит в руках старый iPhone со светящимся экраном, будто ждет, когда кто-то новый повернется к ней, чтобы сделать следующий снимок. Друзья, если вам нравится контент, ставьте лайки, подписывайтесь. Ваша поддержка очень помогает каналу в продвижении.